Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Для сегодняшней работы собрала ненужные трикотажные вещи. Трикотаж у меня весь подготовленный. Я его сначала обрезала, потом постирала и отпарила все детали. Трикотаж неоднородный. Здесь есть и шерстяной, и смесовые, и даже хлопчатобумажные. Вот это у меня отрез хлопковой ткани, вернее, трикотажного хлопкового полотна, и он с начесом. Это на тот случай, если мне не хватит уже нарезанного из шерстяного трикотажа. Я уже нарезала немного квадратиков. Сколько квадратов мне понадобится, я не рассчитываю. Пока нарежу то, что имеется, и то я не весь буду резать. Вот начну раскладывать, и мне будет понятно, чего мне не хватает. То есть все будет происходить в процессе работы. У меня в голове сложилась примерная картинка. И вот этот принтовый трикотаж я выкроила по ширине равной 14 сантиметров. То есть это сторона шаблона. А по длине, насколько позволила деталь. Квадратики я вырезаю по шаблону 14 на 14. Вот на таком плотном, тонком и темном трикотаже просто очерчиваю мелком, и это хорошо видно. Но вот на таком трикотаже или на таком трикотаж здесь рыхлый и рельефный, и его ни ручкой, ни тем более мелком его не очертить. И я просто накладываю и по контуру просто обрезаю. Еще один совет. При таком вот нарезании надо использовать один и тот же квадратик, потому что вырезанный по нему квадрат может оказаться с небольшими искажениями. И при последующем вырезании с каждым разом это искажение будет нарастать, поэтому вот такой вот совет. Сшивать я начну квадраты. Вот по 3 квадрата. По горизонтали или по вертикали значения не имеет. И затем эти полосы сострочу между собой. Квадратики скалываю между собой. Вот так. И сшиваю. Я соединила квадратики в горизонтальные полосы. И теперь эти полосы будем соединять друг с другом. Совмещаем швы, скалываем и под машинку. Сострочены все квадратики, все полосы. И второй совет такой. Рыхлый трикотаж лучше пускать поверху, потому что при продвижении под лапку можно контролировать растяжимость. Если вы чувствуете, что трикотаж растягивается, его просто проталкиваешь под лапку. А дальше вот к этому центральному блоку из 9 квадратов я пришью вот такую полоску ткани. Это тоже трикотаж, ворсистый трикотаж, таким образом. По всем 4 сторонам. Продолжаем наращивать центральный блок с пришитыми полосками. Беру полоску трикотажа с принтом и по коротким сторонам притачиваю квадраты коричневого цвета. И следующий совет. Если ваша машинка не хочет шить трикотаж, капризничает, плохо тянет, сборит, попробуйте подложить снизу полоску бумаги. Можно взять газету. По 4 сторонам я пришила детали с рисунком. И дальше я пришиваю опять вот такую полоску. Сшитую центральную деталь я положила на пол, потому что на столе не умещается. Я разложила квадратики для дальнейшего сшивания.
таким образом, чтобы квадраты одного цвета не сходились. С этого конца я положила квадраты, квадрат к квадрату, а с этого конца положила со смещением. Вот этот вариант со смещением мне показался интереснее, ну и легче, конечно, в исполнении, легче сшивать, не надо совмещать швы. Но я еще подумаю. Девочки, у меня с размерами полная импровизация. Я все-таки решила квадратик к квадратику пришить вот по торцам и пришла к точному результату, чему я обрадовалась, я сомневалась, потому что вот эти вставные полоски я выкраивала из того, что у меня имелось, и они совсем не широкие, и боялась, что они исказят вот эти вот размеры, и квадраты у меня не сойдутся. И вот все в точности сошлось, наверное, потому что я не вредная. И теперь могу с уверенностью сказать, что помимо квадратных деталей, которые 14 на 14, ширина вшитых полос 5 сантиметров. Это с припусками на швы, а припуски полсантиметра. А теперь еще две подсказки для шитья по трикотажу. Применяются иглы с коротким затопленным жалом. И эти иглы не обязательно покупать. Обычные машинные иглы можно затупить на наждаке. Что это дает? Острое жало иглы расщепляет нить трикотажного полотна, рвет ее, а затупленная проходит между нитками, как бы раздвигая нити. И последняя подсказка – это сшивать трикотажные квадраты, чередуя направление вязки. То есть долевые и поперечные надо чередовать между собой. Это не даст впоследствии при использовании изделия излишней растяжимости. Не намного, но все же. Вот у меня пришиты двойные полосы из квадратов по коротким сторонам изделия. И теперь я буду пришивать вот эти длинные полосы с двух боковых сторон. Готовую верхнюю деталь я положила на подкладку. И очень тонкий слой синтепона. Синтепона у меня было мало. И вот то, что у меня оставалось, и я его еще разделила. Для такого легкого пледа тонкого слоя синтепона достаточно. И еще одна шестая подсказка. Когда собираете такое большое изделие из различных квадратов, выложенный рисунок надо сфотографировать, потому что в голове это не удержишь, а по снимку всегда можно определиться. Я сколола плед булавками, сколола часто, и стягать я буду на машинке. Для окантовки вырезала полоску из трикотажа хлопкового с начесом шириной 8 см. В готовом виде окантовка получилась 3 см. Стягала по квадратикам в раскол шва, а там, где длинные полоски с принтом, я прошлась по рисунку. Так выглядит с нижней стороны. Ткань здесь хлопковая, и я ее замачивала в горячей воде для того, чтобы дала усадку, потому что плед обязательно будет стираться. И, конечно, я не стала его гладить утюгом, чтобы сохранить мягкость и пушистость. Плед получился теплым и уютным. Практически это одеяло. Мне нравится цветовое решение. Если вам понравился, ставьте лайки, поддержите мой канал. Это единственное, что осталось на YouTube для сохранения позитивного настроя. И, конечно же, ваши комментарии. За них отдельное спасибо. Я желаю вам здоровья, физического и духовного, благополучия и чистого неба. До свидания, до скорой встречи.